Сегодняшний выпуск про удивительную породу, являющуюся источником противоречий и споров. Одни считают этих собак самыми милыми и игривыми симпатягами. Другие называют внешность этих собак, мягко говоря, специфической, и обвиняют их в упрямом характере и ленивом темпераменте. В этом выпуске как раз и попытаемся разобраться, что же представляет из себя порода мопс. А вы можете поставить видео на паузу и написать комментарий перед просмотром этого ролика, как вы относитесь к этой породе, так как вероятнее всего после просмотра вам эта порода придется по душе. Друзья, а перед началом хотим вам сообщить, что на Яндекс.Маркете лучшие цены на корма и аксессуары для животных. Сухие корма, влажные корма, лакомства, витамины и добавки. Различная амуниция, ошейники, поводки и многое другое. Переходите на Яндекс.Маркет по нашей ссылочке в описании и получайте лучшие цены. Зачем платить больше, если можно сэкономить? История мопсов берет свое начало из Китая. Упоминания о маленьких собаках с приплюснутой мордой встречаются в китайских писаниях, датированных еще X веком. Но некоторые историки уверены, что они были выведены в Китае еще до нашей эры. Предположительно, предками мопсов стали выведены тибетскими монахами мелкие сычуаньские собаки, которых еще называли небесными львами Будды. Считалось, что они приносят владельцу счастье. Их статуи устанавливались на порогах храмов, чтобы охранять здание от злого духа. Как ни странно, эта порода всегда с самых истоков своего появления крутилась исключительно в высших слоях общества, а поэтому на нее никогда не возлагались какие-то важные дела, вроде охраны чего-либо или даже банальной ловли крыс. Мопсы жили исключительно у богачей и даже имели собственную прислугу, которая исполняла все их капризы. Собак носили на специально изготовленных для них лежаках, где они отдыхали и принимали ласки и пищу. Их морщинки на лбу не были еще так выражены, как сейчас. В основном присутствовал только рисунок. Китайцы ассоциировали его с иероглифами, поэтому видели мистический смысл и называли знаком императора. К XVI веку мопсы уже полностью сформировались как порода. Они стали популярными особенно среди женщин и назывались будуарными собачками. Они согревали своих хозяек в их холодных жилищах и на своем фоне подчеркивали их красоту. Великий шелковый путь проложил этим собакам дорогу во многие азиатские страны, где они снискали расположение со стороны многих правителей. В Европу же эта порода впервые попала в XVI веке и быстро завоевала популярность в Западной Европе и Нидерландах. В то время в Голландии шла война с Испанией. Есть легенда, что во время наступления противника собака этой породы спасла правителя Голландии Вильгельма Тишайшего, начав лаять и царапаться, предупредив об опасности. После этого случая мопсы стали национальной гордостью и символом мира в Голландии. Мопсов часто изображали на картинах, а иметь их у себя дома было признаком хорошего вкуса. Мопсы часто появлялись на картинах известного в те времена художника Хогарта, который постоянно рисовал своего четвероногого любимца Трампа. Многие даже ошибочно считают, что происхождение мопсов связано с Нидерландами. Но если копнуть в историю, то несложно убедиться, что даже ближайший родственник мопса пекинес тоже появился на Востоке. В Европе также существовало ошибочное мнение, что мопс – это близкий родственник мелких пород бульдогов. И долгое время мнения по поводу того, как вывели мопса, расходились. Тем не менее, уже много лет порода остается одной из самых популярных в мире. Так что их история только начинается. Сейчас мопсы – это одна из самых распространенных пород в Европе, США и Австралии. В Российской империи мопсов впервые увидели в конце XIX века. Однако ураган революции смел их с российской сцены на ближайшие десятилетия. И только в 80-х годах прошлого века в СССР начали профессионально разводить эту породу. Стали открываться питомники и клубы, проводились выставки. Мопсы относятся к декоративным породам и принадлежат к группе собак-компаньонов. Собаки с уравновешенным и спокойным характером подходят для жизни в городе, преданы хозяину и хорошо уживаются с детьми. Мопсы не требуют особого ухода, а поэтому их без проблем рекомендуется заводить даже владельцам без опыта содержания собак. Своеобразный внешний вид мопса узнаваем даже среди тех, кто не сильно разбирается в породах собак. Живут мопсы в среднем 12-15 лет, что по собачьим меркам относится к долгожительству. Собаки такой породы очень дружелюбны. Они станут отличными компаньонами и преданными членами семьи. Без проблем позволяют брать себя на руки и гладить. Мопсы спокойно относятся к детям и с удовольствием подключаются к их играм. И несмотря на их неуклюжий вид, довольно активны и игривы, по крайней мере в юном возрасте, а он у мопсов продолжается до 3 лет. По мере взросления собаки приобретают спокойный характер.
А любимым делом становятся посиделки с хозяином. Питомец сильно привязывается к владельцам и совсем не любит одиночество. Не рекомендуется оставлять надолго мопса одного. Поэтому если вы целый день проводите на работе, мопс не подойдет на роль собаки, которая весь день сидит дома одна и встречает вечером хозяина. Одна из черт характера мопса – это упрямство. Мопсы любят добиваться своего и не очень жалуют, когда заставляют что-либо делать. Стоит аккуратно относиться к дрессировке и не повышать голос на животное, иначе можно закрепить нелюбовь к выполнению команд. Если мопс вдруг не захочет идти домой, возможно, из-за усталости придется взять его на руки. Добродушные мопсы радуются всем незнакомым людям, а также собакам и даже кошкам. Их смело можно оставлять с соседями на время отпуска. Собаки такой породы очень любят внимание, но при этом не станут привлекать его лаем и другими капризами. Если питомец захочет ласки, он подойдет к владельцу и пристроится рядом. Хоть это и маленькая порода собак, мопсы нуждаются в регулярных физических нагрузках для поддержания хорошей формы, здоровья и тонуса. Эти забавные собаки любители поесть и без должной нагрузки склонны к ожирению. Но мопсу нужно всего лишь около получаса активных упражнений в день. Несмотря на это, он будет счастлив бесцельно слоняться в вашей компании весь день и сопровождать вас, исполняя поручения. Эти собаки отлично поддаются дрессировке и, как правило, очень любят игры. Не следует держать собаку на жаре или оставлять в машине, даже когда не очень жарко. Питомец может испытывать трудности с дыханием. У собак декоративных пород быстрый метаболизм. Это означает, что они сжигают энергию с высокой скоростью. Поскольку объем их желудка очень мал, они должны есть небольшими порциями, но часто. Корма для маленьких пород специально разрабатываются таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности собак в основных питательных веществах. При этом продукты измельчаются с учетом маленького размера челюсти собаки, что в свою очередь способствует облегчению процесса пережевывания и улучшает пищеварение. Мопсы очень милы и дружелюбны, игриво встречают зашедших в гости людей у порога квартиры и благодаря своему доброму нраву слишком приветливо относятся к незнакомцам. Поэтому их следует обучать не реагировать на команды посторонних людей и не брать еду из их рук. Удивительная внешность и экзотический окрас мопса вряд ли оставят кого-либо равнодушным. Их безграничная доброжелательность и безумная любовь к детям позволяют этим собакам становиться любимицами в любом обществе. Мопсы чрезвычайно игривы и общительны. Гоняясь за листвой, кружащейся на ветру, или за первыми зимними снежинками, собака напоминает маленького ребенка. Она способна заразить своим весельем всех, кто ее окружает. Собаки этой породы очень настойчивы. Они без труда могут показать своему хозяину, чего же они желают, и не понять их в этом весьма сложно. И в то же время, благодаря своему не по-собачьи развитому интеллекту, собака может хитрить, если от нее хозяин что-то требует. Мопс может делать вид, что не слышит, или делать вид, что говорят вовсе не ему. Отличаясь умом и сообразительностью, эти собаки, как хаски, выделяются особым упрямством. Поэтому обучить чему-либо новому взрослую особь бывает проблематично. Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. К достоинствам этой породы можно отнести преданность, интеллект, игривость, любовь к детям, несложный уход и воспитание, а также забавную внешность. Эти достоинства перекрывают незначительные минусы, такие как сильная линька, упрямство, проблемы с дыханием и склонность к ожирению. Ну что, вы наверняка, как мы и обещали в начале, взглянули по-новому на эту милую породу, ведь разве может кому-то не понравиться такое существо?
Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.